Друзья, всем привет, это Саша Сова, преподаватель вокала! Ну что, друзья, наконец-то группа Slot объявила о своей новой вокалистке, и прежде чем мы начнем с вами ее обзирать, пожалуйста, призываю вас посмотреть мой новый метал-кавер на песню кей-поп группы Baby Monster Like That. У меня вообще на самом деле есть целый плейлист с подобными вещами, с какими-то более мощными каверами, с какими-то более простыми каверами. Пожалуйста, переходите и смотрите, очень нужна ваша поддержка. А мы с вами переходим к обзору новой вокалистки. И это уже факт случившийся. И когда Slot выложили вот эту фотографию, по силуэту мне сразу показалось, что это будет Дарья Равдина, и я, собственно, в свою телегу, кстати, вот мой телеграм-канал, пожалуйста, подписывайтесь, я там частенько болтаю о чем-нибудь, ну и все самые важные новости всегда там, да, сейчас какие-то непонятные истории с Ютубом происходят, поэтому, чтобы не потеряться, пожалуйста, переходите в телеграм-канал. Я сразу выкинула предположение, что это будет Дарья Равдина, почему-то мне так показалось, и, конечно, это уже был не кликбейт, как с Аймори, действительно... Я сыграла такую злую шуточку, но на самом деле Аймори, когда посмотрела это видео, я думаю, что она его не досмотрела, но, в общем, она очень разозлилась, она писала в своей телеге кучу нелицеприятных вещей, я сохранила только один видос, собственно, который я и смотрела. Эти вокальные тичеры, которые, никому нахуй не нужны, не сдались вообще действительно, никто их не слушает за их великолепные голоса, их экспертное мнение, ребят, задницу вытереть их экспертным мнением, действительно, сидит, сам петь не умеет, а если умеет, то можно себе в уши дрель засунуть, и будет точно такой же звук. Ребят, камон. Я знаю, что там было около 10 кружочков с оскорблениями, но давайте опустим, она потом все удалила. Давайте сделаем ставку на то, что человек погорячился, да, потому что в этом видео можете перейти посмотреть, я Аймори, кстати говоря, хвалю за смелость, за вокал, но, видимо, когда получаешь большое количество хейта, видимо, какой-то не хейтерский видос тоже воспринимается как-то не очень, но в любом случае это показатель популярности, то, что о человеке снимают видео, поэтому что ж поделать, давайте подумаем, что у нее был плохой день. Окей, а мы с вами переходим к анализу новой вокалистки, к ее голосу, да, к анализу ее голоса. Давайте сначала послушаем, что там они нам приготовили, а потом уже разберем по кусочкам. Slot. Очень на Bring Me The Horizon здесь похоже. Чуть-чуть. Очень чуть-чуть. Все лузеры, у тебя как по маслу, как сказки по смазке в каске. Экспрессом по рельсам летит судьба первым классом в режиме Infinity, но все сценарии имеют варики, ведь снизу сюрпризом болезненно. Да, в нуле все бывает полезно, но сука важная нахер обрезана. С вашего позволения я здесь остановлю видео, потому что и так уже сейчас за авторские мне прилетит и снимется монетизация, которая и так копеечная, друзья. Дарья Равдина обладает
классическими, важными данными для слот. Высокие ноты, мощный вокал, белтинг, расщепление, фрай, субтон, в общем, весь спектр вокальных данных мощный. Собственно, да, все хорошо, все интересно. Песня, конечно, такая, знаете, самоподдерживающая, я бы даже сказала, потому что сейчас для обновления, скажем так, да, для обновления коллектива нужно что-то такое сближающее группу с фанатами, поддерживающее группу, cheer-up такой, да, нужен и группе, и фанатам, и что-то такое, чтобы ознаменовало начало новой эры. Как мне кажется, этот трек как раз-таки сделан для этого, потому что, ну, я не могу сказать, что это какое-то супер потрясающее произведение, ну, очень такой забористый, классный припев, запоминающийся, да, и, в принципе, очень интересный концепт, как они сначала, да, Дашу показали здесь в shadows, типа в тенях всю, да, то есть она здесь поет вот в таком вот виде, еще как бы непонятно, да, и как бы в самом видео, получается, нагнетается вот эта история, ну, покажите лицо уже в конце-то концов, покажите нам лицо, и да, сначала Даша в тенях, потом Кэш читает свою рэп-партию, и потом вот этот припев, где наконец-то открывается лицо Даши, и то, кстати говоря, не совсем сразу, плюс у нее постоянно как-то вот волосы, что-то на лице, хочется постоянно ее как-то рассмотреть, хочется постоянно вот так вот все это раздвинуть, типа все уйдите, пожалуйста, можно посмотреть, кто это, да, хочется как-то вот так вот себя вести. Сейчас мы с вами пройдемся по тексту, я тоже думаю, что это будет интересно, о чем там, что я там не все поняла, но какой-то, да, какой-то скандирующий момент, какой-то поддерживающий момент. Сказать, что похож вокал на Нуки, ну, только тем, что высокие ноты с расщеплением, по тембру не похожи, но я знаю, что всех девушек с высоким голосом регулярно сравнивают с Нуки, потому что как будто бы не было какого-то другого известного примера, такого на пьедестале, кто бы стоял, и я тоже получаю регулярно такие сообщения, просто раз в 2 часа примерно. Подобного типа сообщения я получаю. Но я не могу сказать, что здесь есть какое-то подражание. Все-таки манера звуковедения чуть-чуть другая. Я объясню потом свои ощущения. Давайте продолжим слушать. Твое рождение, потеря времени, родители гений. В обострении лень, отдыхай, природа, что за моду платить. Моральных уродов, мелкая шавка на инфоповодке. 50 на 50, ненависть и страх. И герой диванных войск в твоем душном мирке. Для нас ты сдох, война твоему праху. Хорошо. Экстримчик такой прям. Красивый здесь белтинг такой прям. Вот этот хук заседает в голове так активно прям. Окей, we got it.
Ну, во-первых, да, и концепт клипа такой, да, максимально простой, чтобы вот 5 имен, 5 знамен, вот, собственно, мы и здесь все впятером стоим, да, ничего лишнего, никаких дурацких сценариев и прочее, да. Почему я говорю дурацких? Потому что иногда это реально мешает какому-то восприятию, и, в принципе, сделано все лаконично, чтобы ничего не отвлекало от новой вокалистки, чтобы ничего не отвлекало от сути, и вот эти вот выкидывающиеся слова, да, выбрасывающиеся слова. Люди не хотели показывать ничего лишнего, и вот акцентируют на самом важном, да, то есть там вот выброшены вот эти слова, там, не отменить, show must go on, и так далее, да, show must go on, это шоу должно продолжаться, да, и, соответственно, для тех, кто не понял, слот must go on, это слот должен продолжаться, это отсылка к песне группы Queen, show must go on. Ну, вы наверняка это знаете, но мало ли, может, кто-то не знает. Да, давайте немножечко пробежимся по вокалистке, по вокалу, и вообще, кстати, вот прежде чем мы это начнем делать, я хочу заметить еще, что помимо того, что клип так простроен, чтобы хотелось поскорее уже посмотреть на вокалистку, да, такое плавное вот это развитие, в принципе, развитие песни тоже такое же, хоть в начале там Даша что-то таким... фрайчиком там что-то скрипит в начале, что-то поет, какие-то слова говорит, все равно песня, да, простроена так, что ярко ее презентуют в качестве яркого припева, да, рэп — это, скажем, такая тоже подводящая часть. Я когда смотрела какие-то видео, все такие: ой, ладно, мы сейчас это промотаем, дайте уже посмотреть, дайте, пожалуйста, посмотреть уже на вокалистку, да, но все-таки было интересно послушать трек, как-то в него вслушаться и посмотреть какой-то месседж, да, который нам хотели показать, все-таки понять какой-то месседж. Но тут в целом все довольно ясно, предельно ясно. Да, то есть интересное построение. Я не знаю, у ребят это получилось нативно или они специально вот так вот нас вели уже медленно, да, чтобы у нас появлялось вот это желание поскорее вокалистку узнать получше. Но, насколько я знаю, Даша... Вообще, не первый год на сцене, я лично, вот прямо лично с Дашей не знакома, но у нас через одно рукопожатие есть общие друзья. Плюс я помню Дашу Равдину со времен группы Falsy, когда она еще пела Falsy, и потом у нее был какой-то проект, насколько я помню, Рауди, что-то такое, вот ее личный какой-то момент. И недавно я узнала, что еще она была вокалисткой группы Jace. К моему стыду, я не знаю группу Jace, я узнала об этом вот буквально из интернетов, вот 2 часа назад. Кстати говоря, у группы Jace из этого всего как бы цифры, просмотры, прослушки как бы посильнее, чем у остальных ее других проектов. Но почему я знаю ее со времен Falsy? Это очень давние лохматые года, на самом деле. Это когда небольшие команды из России, из СНГ стали ездить по Европе со своими англоязычными песнями, в том числе Даша в составе группы Falsy тоже путешествовала по европейским странам и давала концерты, и тогда вот нас несколько таких групп было, там Imperial Age, Falsy, Filament, Poker Face, еще несколько групп, Beyond the Arms, из Европы была группа Мара, они распались, потом сейчас вроде как снова играют, я не помню, они то ли из Польши, то ли из Латвии, вот что-то такое, еще из Украины были ребята, ну, короче, это было такое комьюнити, и мы все как-то пересекались, если, допустим, не мы лично, то участники наших групп, да, или лидеры наших групп как-то там коммуницировали, вместе в туры ездили, как-то одни друг дружку мы все грели и так далее, и, ну, в общем, это такое было какое-то комьюнити, когда можно было спокойно выезжать, загружаться в автобус и спать в этом автобусе, и просто месяцами не возвращаться домой, вот, в такие туры ездить. В общем, да, с тех времен я помню, что группа Falsy была на вокале с Дарьей Равдиной, и тогда я уже помню, да, что у нее был классный экстрим-вокал, высокие нотки, и я замечаю, что ее вокал, он во всех проектах немножечко по-разному развивается, то есть немножечко по-разному показан, и я вот смотрела, прежде чем снимать эту реакцию, я смотрела интервью на радио Даши и Кэша, где Кэш тоже, собственно, подтвердил мои какие-то вот мысли насчет того, что Даша звучит как несколько разных людей. При этом, да, сохраняется какой-то ее вот этот тембр, но вот если сравнивать во всех группах, как она звучала, например, там в Falsy там был чистый вокал и много экстрим-вокала, да, то есть прям много-много-много такого прям агрессивного экстрим-вокала. В Рауди
тоже что-то подобное, я, к сожалению, плохо помню, но в Джейс там вот какой-то такой был, там уже на русском языке, если я правильно помню, и там такой, знаете, более драйвовый, более мощно драйв проявлялся, да, то есть в отличие сейчас от Slot, я сейчас скажу пару слов здесь о перегрузах, да, здесь ее перегрузы звучат прямо такие помягче, да, нет вот этого такого агрессивного напористого драйва, и мне прям это понравилось, на самом деле, звучит очень приятно. Вообще, скажем так, продукт, который получился на слух, ложится очень приятно, то есть здесь такая классическая схема создания трека, и, нельзя было выпускать трек, который не ляжет на слух, да, вот, и вообще я, кстати, я хочу сказать, что фанаты группы Slot и просто слушатели, они ее хорошо приняли, в отличие, например, от пробных, скажем так, таких вот выступлений с другими вокалистками, в том числе с Аймори, очень много было хейта, были еще другие девушки, которые там, Кэш с ними, в общем, как-то коллаборировал на сцене, исполняли они песни группы Slot, даже если у девушек хорошие голоса, но это звучит, знаете, как-то тяжело, люди на это реагировали, да, то есть был хейт очень сильный в их сторону, потому что, был какой-то вот диссонанс, все-таки в Slot нужна вокалистка, кому даются эти ноты и этот экстрим-вокал легко, у кого это не звучит, знаете, как будто сейчас на последнем издыхании человек сейчас вот взорвется просто, как птичка из Шрека, еле-еле вытянет, да, то есть нельзя там понижать тональности в конечном итоге, да, то есть нужно именно найти человека, кто хорошо в это встроится, и в целом здесь как будто бы случился такой мэтч, я надеюсь, ребята смогут хорошо вместе работать, это важно. Но давайте теперь поподробнее немножечко разберем, что по вокалу. Здесь такой субтончик у нас с вами, да? Бьет по коже. Такие как акценты, чуть-чуть она прибавила звука, убавила, да? Такой градиентный немножечко, градиентная подача звука. И в сердце, да, такой фрайчик, здесь фраевая атака, не путайте с фрайскримом, это такие штрабасные въезды, штрабасные атаки в звук. Торнадо. И такие сбросы воздушные тоже красивые. Мы идем. Прикольно здесь, что у нее есть и низкие нотки, довольно уверенные. Сколько, да, то есть она так уставше, томно произносит это сколько, да, этим фрайчиком, и потом переходит на другое смыкание, на более высокую нотку. Вообще, чем отличается от Нуки, тем, что тембр более мягкий и более, знаете, в такой классически женственный, потому что Нуки — это такая история про инопланетность какую-то, да, то есть она очень сама красивая женственная девушка, но у нее все-таки всегда стайл и вайб был, ставка была на некую такую, на какую-то космическость такую, то есть вот нестандартное, да, вот какое-то нечеловеческое что-то, да, то есть у нее было куча разных образов, и она экспериментировала много со своими образами, и это всегда было что-то такое вот инопланетное, да, здесь, в том числе и в голосе, кстати, она любила вот эти все штуки, а здесь как будто бы все пока что в хорошем смысле приземленно. Вот есть женщина, она красиво поет. Классный, высокий экстрим. Сдаться! Такой высокий extreme vocals. Сдаться! Немножечко даже с какими-то более такими высокими обертонами. Здесь тоже, да, то есть именно прям экстрим вокал, и если говорить о сравнении, то Нуки к такому вокалу пришла последние годы, она больше драйв использовала.
И вот здесь вот интересно, что начался такой легкий подгрузик, и, ну, я практически на 90% уверена, что она включает эти подгрузы, у нее нет их в тембре вот в своем каком-то личном, потому что я много пересмотрела видео, какое-то количество я пересмотрела видео, и вижу, что много где Даша поет просто чистым звуком высокие ноты, без любых каких-либо подгрузов. Это значит, что вот так вот легонечко, чуть-чуть подгрузить она может самостоятельно. Show must go on, да, так фончиком чуть-чуть, go on, и немножечко подгружать побольше на вот этих вот выброшенных нотках. Красивый мелизм. Выбор силен и... Ой, еще. Выбор силен и... Прикольно. Так, необычно для такого рода музыки. Must go on. Must go on. Чуть-чуть так интересно она произносит. Slot must go on. Must go on. Go on. Так, модненько произносит текст, слегка сглаживая. Да, прикольно. Это довольно сложно делать вот эти фраевые вставки, да, на плотном таком миксовом смыкании. Микс, основанный на более плотном, на более толстом смыкании, мой любимый вид, скажем так, вокала, да, с подгрузом. И заметьте, да, здесь не прям драйвово, здесь больше экстремальная вот эта вот история. Вибрато тоже здесь есть, кстати, насчет вибрато у Кэша свои воспоминания из детства. Как-то использовать меня лично очень цепляет ее вибрато. Вот, оно где-то из периода моего полового созревания, из певиц типа Белинды Карлайл. Вот, и меня это где-то триггерит, мне очень нравится. Вообще, когда Кэш разговаривает, он мне напоминает моего бывшего босса-паука. И у меня просто вьетнамские флешбеки о работе в коррозии металла 5 лет. И я такая, пожалуйста, не говори ничего, умоляю. Да, в общем, мне нравится, что здесь перегруз звучит мягко. Мне нравится, что нет вот этой хэви-метальности, и мне нравится, что с этим вибрато здесь не перебор, потому что очень сильно можно свести олдскулы нам всем, да, и включить вот это вот это вот. Не надо так. Спасибо. Звучит довольно-то свежо, в общем-то, да, для нашей музыки. Хорошо, нам нравится, спасибо. Так, давайте мы перемотаем сразу на бридж, потому что мы с вами услышим еще раз припев, а нам хочется бридж. Ага. Хорошо, да, так прям на холод. Она так втащила прям хорошо экстримом. Круглые такие белтовые бьет по ко. То есть можно спеть бьет по ко, как-то мягко. Она бьет по коже. Такая прям мощная подача идет. И в целом, ну, как бы транслирует текст, который нам показывают. Прикольное произношение гласных в слове торнадо. Обратите внимание. Торнадо! Как будто такая не совсем русская а. Это прикольно, мне нравится. Да, заметили, да, что здесь вот идет подгруз постепенный, градиентный на высоких нотах. И потом в экстрим полностью. То есть нотка закрылась. Это не значит, что ее там нет. Просто сужение преддверия гортани. Это мои уже преподские штуки. Но, в общем, да, преддверие сужено больше. И, соответственно, нота как будто бы исчезает. Но на самом деле она никуда не исчезает. Она там и есть. Давайте сейчас мы с вами послушаем еще немножечко, вот где она поет без музыки.
да, то есть драйв есть, но вот местами он прям легкий фоновый такой, да, это когда сужение не очень большое, то есть можно спеть «Show must! Show must!» нажать там еще что-то, да, в ретл уйти, можно «Show must!», а можно совсем чуть-чуть раздать расщепление «Show must go on!», да, и будет такой фоновый легкий треск. Скажу, что новичкам проще жестко дать, то есть много расщепления дать. Людям уже продвинутым в вокале, а Даша человек продвинутый в вокале, плюс, насколько я поняла из интервью, она преподает вокал, то есть умеет как раз-таки вот этими всякими сужениями, гортанями, хрящами двигать, и, соответственно, да, дается вот эта градиентность в расщеплении, очевидно. Ага, прикольные такие отличительные ее черты, такие небольшие сбросы, такие йодали. Слышали, да? Не случилось. Случилось! Такие прикольные выбросы тоже. Снизу здесь продолжаем жить, дорожка тоже есть. Вот, то есть, смотрите, я понимаю, что сравнение с Нуки неизбежно, и даже мы с вами сейчас это обсуждаем, да, но я могу сказать, что с точки зрения манеры какой-то, я не могу сказать, что это снято с Нуки, нет. Такого нет, но, конечно же, для группы Slot это был какой-то безопасный путь взять хорошо поющую девочку с высоким вокалом, потому что я слышала мнение, что давайте берите мальчика с высоким вокалом, давайте то, давайте сё, и в целом даже претенденты какие-то есть на это, но для группы вот так и так резкие перемены, да, и еще и брать парня или девочку с другим концептом вокала, это... Для группы с такой биографией и дискографией это, очень опасно, да, то есть есть большая армия фанатов, которые к чему-то привыкли и чего-то ждут, и они не хотят быть разочарованными, а для артистов фанат это очень важно, и мнение фанатов тоже очень важно, хотя можно топить сколько угодно за «я буду делать, как мне нравится», но... Блин, на самом деле, если у человека есть уже фан-база, он будет дураком, если он к этой фан-базе не будет прислушиваться, да, нужно уважать людей, которые тебя слушают, которые тебя любят, да, может быть, не руководствоваться 100% их мнением, но надо понимать тоже движение группы, что вот резко взять и все поменять порой смерти подобно для группы, да, лучше новую группу создать. Вот, здесь, в принципе, все органично, и я вижу, что реакция фанатов очень хорошая. Как раз-таки почему? Потому что есть вот эта органика, и плюс у Даши, в таком вот этом вот русскоязычном рок-метал комьюнити какая-то репутация своя есть, ее знают, ее любят, и я видела много сообщений по типу: да зачем ей Slot, у нее же своя группа есть. Друзья, да ни один адекватный музыкант не откажется от хорошего предложения, если его группа, скажем так, в которой он играет, не обладает подобного рода перспективами. Знаете, иногда бывает вот люди отказываются, и группа, потому что маячит перспектива какая-то у твоего проекта, да, более высокая. Здесь, надо быть дурачком, чтобы отказаться от этого предложения, да, и, собственно, когда люди пишут, и даже вот у меня в телеге люди писали, что да нет, она не пойдет, да вообще она все опровергла, да нет, она никогда не пойдет в эту группу, у нее своя группа. Не такого масштаба вся эта история, плюс все вот эти проекты, они... как будто бы не стреляющие, простите меня, пожалуйста, не обижайтесь на меня, фанаты этих проектов. Очень многие проекты, очень хорошим вокалом, с неплохими песнями и так далее, но они, у них еще пока, может быть, не написался какой-то хит, который всех взорвет, да, еще пока вот что-то такое не случилось, пока еще это все не на слуху, это довольно непростая история. Мне кажется, вокал Даши в том числе тоже был такой немножечко непонятно в какую сторону. Слышно, что прекрасный вокал, хороший вокал, куча экстрим-вокалов, куча возможностей, но какого-то лица, что ли, да, не было у вокала. И мне кажется, что в Слоте из-за некоторой попсовости треков, да, в хорошем смысле попсовости треков, потому что Слот пишет музыку так, чтобы ее слушали, да,
они не будут 90% альбома делать из какой-то долбежки, которую никто не разберет, да, это все-таки популярная группа, и популярная она в том числе из-за понятных мелодий, из-за понятных припевов, да, которые вы можете 2 раза послушать и запомнить, а то и 1 раз. И, соответственно, в таких группах появляется лицо вокала, лицо вокалистки. Я не имею в виду ее лицо, я имею в виду лицо ее звучание, да, как ни странно, простите меня за такие метафоры или олицетворения и так далее, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вырисовывается какая-то картина, какой у нее все-таки вокал, и какой-то такой вайб все-таки, как я сказала, такой более реалистичный такой, больше в сторону такой девчачести, женственности такой, и образ пока что тоже такой, немножечко такая girl crush, да, чуть-чуть. Пока что именно вот такой концепт я вижу, как это будет дальше развиваться. Я думаю, что и визуально, и по голосу Даша будет меняться, будет искать какой-то свой стиль, к которому она в итоге придет. Но, в общем, я рада, что это закончилось для ее психики, скажем так, не травматично. Этот заход в группу фанаты приняли хорошо. А я как салатовед уже, можно сказать, судя по видео, которые вы смотрите у меня на канале, у меня есть несколько видео, парочка, может быть, про слот, но как будто бы в моей голове есть какая-то информация про группу слот, я как архивник эту информацию выдаю. Ну да, могу сказать, что, в принципе, это хорошая альтернатива и хорошая замена, но какое-то время понадобится для того, чтобы найти, как я сказала, свое лицо, да, в хорошем смысле. Оно сейчас есть, но сейчас еще хочется послушать дальше, хочется послушать новые песни, посмотреть, как это будет, да. Я желаю группе слот удачи, я желаю Даше удачи, я ее поздравляю с таким стартом новым, и вообще, ну да, для группы это тоже обновление своего рода, группа уже как бы такие олдфаги, да, то есть можно сказать, что они уже древняя группа, и сейчас у них такое свежее дыхание, новое дыхание. Я надеюсь, что для них это тоже все на пользу. Звучит хорошо. Надеемся на лучшее. Друзья, что ж, пожалуйста, подписывайтесь на меня во всех соцсетках, которые пока существуют. Бахайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Приходите на занятия к Эльвире и ко мне. Пожалуйста, добро пожаловать на мои обучения по вокалу и рок-вокалу. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.